Всем огромный привет, с вами Оксана, и в этом видео я вам расскажу, как связать вот такой вот джемпер с анатомическим ростком. Особенно много внимания я уделила ростку, а также расчету петель. Вы по этому мастер-классу можете связать на любой размер и из любой пряжи, сделав простые расчеты. Они совершенно не сложные. Мой джемпер связан на размер 46-48, и я вязала его из пряжи Alize Real 40, 100 грамм 430 метров, цвет 221, состав 60 акрил, 40 шерсть. У меня ушло один вот такой моток и второй, вот от второго мотка осталось. Два мотка надо вот такого цвета, ну, либо другого. И также Alize Angora Gold, цвет 152, 100 грамм 550 метров. Такая вот пряжа, у нее немного другой состав, 80 акрил и 20 шерсть. Так как эта пряжа тоньше, чем Real 40, 100 грамм 430 метров, тут 550 метров, я к этой пряже добавляла кутнор пайетес. Кутнор с пайетками. 50 грамм 360 метров, стопроцентный полиамид, цвет 150 10. Вот эти две нити я соединяла. Итак, надо один моток с пайетками, прям тютелька в тютельку у меня ушел, ровно один моток. Два мотка Alize Real 40 и один моток Alize Angora Gold. Все. Спицы 3 миллиметра и 3,5 миллиметра. Итак, и давайте покажу ширина все джемпера. Можно связать однотонную, можно любую другую пряжу. Это уже на свое усмотрение. Вот так. По груди 57 сантиметров он у меня. И то, наверное, я его что-то растянула сильно. Ну да, я его растянула здесь 55 где-то сантиметров. У меня он и то, мне кажется, я его растянула. Итак, регланная линия здесь у меня 24 сантиметра. От горловины, так, не помещается, по спинке 60-61 сантиметр, по переду, ну, где-то 55-56 сантиметров. Так, от пройм, ну, это, я думаю, всегда индивидуально, где-то 37-38 сантиметров, мой рост 163 сантиметра. Итак, вот так выглядит джемпер, вот такие вот полосочки здесь у меня идут. Анатомический росток, вот такая вот горловина. И вот рукавчик здесь закрытие иглой идет. Как закрыть иглой, у меня тоже есть на канале видео. И ширину рукава, наверное, давайте еще померю вот в этой части, ну, где-то 18 сантиметров. Вот. 18 сантиметров. И давайте расскажу по порядку. Как вязать такую горловину, у меня есть мастер-класс. Сложную петлевку можно вязать, можно не вязать, это по вашему уже желанию. И смотрите сами. И дальше, смотрите, дальше. Да? Образец, ну я по резинке мерила 18 петель, 10 сантиметров. Резинку не растягиваем, замеряем в спокойном состоянии. Значит, в 1 сантиметре у меня получается 1,8 петель. Беру обхват головы 55 сантиметров. 55 умножаем на 1,8, будет 99 петель. Но, смотрите, у нас же резинка 1 на 1, да, поэтому одна петля здесь для замыкания в круг, а резинку мы будем 1 на 1 вязать на 98
петлях. Но набираем на резинку 99 петель, ее замыкаем в круг. Дальше вяжем резинку 1 на 1, уже нужную длину. Сколько вам надо? У меня резинка, сейчас скажу, вот, 4 сантиметра. Ну, тут еще есть ложная петлевка, но это по желанию. Когда пряжа тонкая, я вяжу ложную петлевку. Когда пряжа толстая, я ее не вяжу. Все, провязали ложную петлевку и дальше вяжем. Итак, после того, как провязали резиночку, ложную петлевку, да, один ряд я вяжу просто лицевыми петлями и меняю на основные спицы, которыми буду все уже вязать. Это у меня спицы 3,5 миллиметра. Также беру леску немножко больше и начинаю просто лицевыми петлями один ряд провязываю. Итак, давайте переходим теперь к вывязыванию раскус. Сначала начнем с расчетов. Так, у нас сейчас 98 петель, да, после всего, что мы провязали. Далее, у меня росток 5 сантиметров, ну, на взрослый размер, обычно 5 сантиметров. Я посчитала по плотности вязания, это у меня 12 рядов. Разделила на 2, 6 укороченных рядов. Значит, у меня вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 точек разворота, значит, вот они, 6 точек разворота с одной стороны и 6 точек разворота с другой стороны. Регланная линия 2 петли. Вот я отметила, что у меня 4 регланные линии по 2 петли. И начинаем расчеты. 98 петель минус, это у меня 4 регланные линии по 2 петли, 8 петель. Будет 90 петель. Делим на 3 части, это 30. 30 перед, значит, спинка, 30 перед и 30 петель, 2 рукава. Итак, чтобы рукава не были широкими, я отнимаю 2 сантиметра. В 1 сантиметре у меня 1,8 петель. Умножаем на 2, это 3,6. Я взяла 4 петли. Так, смотрите, вот 30 петель на рукава делим на 2, по 15 петель на каждый рукав. Минус 4 петли, вот эти 11 петель рукава. Вот я посчитала, что 11 петель рукава. Но у нас остаются ведь эти 8 петель, да, вот 4 петли с каждого рукава отняли. Значит, эти 4 плюс 4, 8 петель я прибавила к переду. Вот 38. При разделении вот этих петель, да, которые у нас остаются 4 петли. Если женский размер вы вяжете, то вот эти 4 петли, да, от 2 рукавов мы добавляем на перед, если женский размер. Если детский размер, то пополам. 4 на спинку, 4 на перед. Если вяжете мужчине, то смотрите строение мужчины, да. Ну, на животик лучше потом добавить будет петли, да. У мужчин все равно спина широкая, тоже пополам делится. Как бы туда и сюда. Ну, а если как бы женщина небольшая грудь, то тоже можно пополам. Это еще также зависит, куда деть эти петли, от строения фигуры. Вот. Поэтому, так как у меня есть грудь, я эти 8 петель добавляю на перед. Итак, теперь спинка будет 30 петель, перед 38 петель, а рукава по 11 петель. Но дальше, смотрите, у нас в рукавах 3 точки разворота. Значит, мы от спинки отнимаем 3 петли. Это будет 27 петель. И эти 3 петли мы добавляем на перед. 38 плюс 3 петли будет 41 петля. Все. Это мы посчитали, сколько у нас будет на спинке, переде и рукавах. Далее точки разворота. 11 петель, да, у нас рукав. Мы от большего к меньшему идет. Здесь всегда одна петля, она постоянно, 1 или 2 петли. Здесь сами смотрите, вы хотите 1 петлю ставьте, хотите 2. Я поставила 1 петлю. Ну и разделила, у меня осталось 11 минус вот эта 1 петля, 10 петель, да, 3, 3 и 4. Вот таким образом я разделила. На переде произвольно берется, я взяла 2, 3, 4, и все-таки я еще дополнительно сделала еще разворот 4 петли.
чтобы более скругленная была горловина. Вот с этой и с этой стороны я добавила еще по 4 петли. Еще точки разворота. Так как мы уже будем вязать уже эти регланные линии, будем уже захватывать, поэтому можно тут дополнительно добавлять точки разворота. Ошибкой не будет. И расставляем маркеры. Смотрите, я уже расставила маркеры. Вот у меня начало, да, будет рядом. Регланная линия 2 петли. Вот начало ряда и серединка, это будет начало ряда. И поставила вот по краям маркеры. Пластиковые маркеры — это отделяем рукава, спинку и перед. Итак, вот 2 петли, маркер. Отсчитываем 27 петель спинки, ставим маркер. 2 петли реглан, маркер. 11 петель, вот они, рукава, ставим маркер. 2 петли, маркер. 41 петля по переду, маркер. 2 петли, маркер. 11 петель рукав, маркер. И вот 1 петля и начало уже получается у нас ряда. Далее на рукавах, вот они, я уже металлическими маркерами отметила 3 точки разворота. Вот 4 петли, 3 петли, 3 петли и вот 1 петля. По переду я также вот металлические маркеры развесила. И теперь будем вязать поворотными рядами. Вот у нас начало ряда, да? Мы начинаем отсюда вот вязать. И делаем прибавление регланной линии. Так как по лицу вяжем, здесь прибавим реглан, пройдем петли спинки перед регланом, добавим петлю, после реглана добавим петлю и захватим вот это 4 петли. Это будет первая точка разворота. Итак, вяжем все, что я вам сказала. И делаем прибавление. Вот лицевая, да, мы провязываем. Перекидываем маркер. И с протяжки буду делать прибавление. Поднимаем протяжку и лицевую скрещенную за заднюю стенку провязываем, чтобы было с наклоном влево. Далее провязываем все петли спинки лицевыми. Так, дошли мы до регланной линии. Поднимаем протяжку. И за переднюю стенку провязываем лицевой скрещенной. Перекидываем маркер, 2 лицевые. Перекидываем маркер, снова поднимаем протяжку вот так на себя. И провязываем лицевой скрещенной за заднюю стенку, чтобы она была с наклоном влево. Довязываем 4 петли до металлического маркера. Все, довязали. Маркер убираем, он нам больше не нужен. Теперь мы разворачиваемся, снимаем петлю на правую спицу и перекидываем от себя и вот так подтягиваем, чтобы получилась двойная петля. Перекидываем петли. И так как мы вяжем изнаночными, здесь уже прибавки не делаем. Просто по узору все провязываем. Перекидываем маркер, провязываем 2 петли реглана. Перекидываем маркер, провязываем 4 петли до металлического маркера, до точки разворота. Вот мы до нее дошли, убираем маркер, разворачиваем вязание. Смотрите, если идти по схеме, вот мы вот здесь развернулись, да, пошли в обратную сторону изнаночными петлями, вот дошли, и это вторая точка разворота у нас. Все, сейчас отсюда мы стартуем. Идем в обратную сторону, делаем прибавление до регланной линии и после снова. И доходим, вот будет 3 петли захватим, будет третья точка разворота. Итак, провязываем. Но еще смотрите, что мы делаем. Чтобы вот здесь не было дырочки, мы снимаем
петлю и на себя вот так перекидываем. И получается вот такая двойная петелька. Подтягиваем ее, вяжем лицевыми петлями. Дошли до регланной линии, поднимаем ее, провязываем за переднюю стенку лицевой скрещенной, перекидываем маркер, 2 лицевые, перекидываем маркер, здесь поднимаем, за заднюю стенку провязываем лицевой скрещенный и вяжем до следующей линии реглана. Дошли до линии реглана. Вот. Поднимаем протяжку, за переднюю стенку провязываем лицевой скрещенной, перекидываем маркер, 2 лицевые, перекидываем маркер, поднимаем протяжку, за заднюю стенку провязываем лицевой скрещенной, вяжем лицевыми, и здесь у нас вот встретилась двойная петля. Мы ее спереди вот так заходим, целиком вводим, видите, спицу и провязываем лицевой. Вот, подтянули, ее видно не будет, видите, уже не видно. Провязываем 3 петли до металлического маркера. Вот, следующая точка разворота. Убираем маркер, разворачиваем вязание, снимаем петлю на правую спицу, перекидываем вот так, чтобы была двойная петля. Заводим нитку и начинаем вязать в обратную сторону изнаночными петлями. Смотрите, вот мы дошли до вот этой точки разворота, развернулись, идем в обратную сторону, ничего не прибавляем и снова захватим 3 петли, и это будет вот 4-я точка у нас разворота. Итак, довязываем до 4-й точки разворота сейчас. Вот вяжем просто изнаночные петли. Ничего не прибавляем, просто изнаночные петли. Прошли петли спинки, провязываем регланные линии. И здесь мы сейчас дойдем до двойной петли. Я покажу, как ее провязать. Вот двойная петля, вот она. Но мы ее провязываем, смотрите, сзади вот так заходим, вот сзади целиком, провязываем изнаночной и вяжем до следующей точки разворота. 3 петли вот провязали, убираем маркер. Так, здесь у меня зацепился он. Убираем маркер и разворачиваемся. Развернулись, сняли петлю, перекинули на себя вот так, чтобы она двойной была, и вяжем дальше лицевыми. И так как мы вяжем лицевыми, то уже понятно, что мы делаем прибавление перед регланной линией за переднюю стенку лицевой скрещенной, 2 лицевые. После регланной линии поднимаем за заднюю стенку лицевой скрещенной, вяжем обратно. Так, смотрите, вот мы дошли, 4-я точка разворота, да, развернулись, идем обратно, снова делаем прибавки и доходим, вот 3 петли захватываем, и это у нас будет 5-я точка разворота. Итак, вяжем до 5-й точки разворота. Дошли до реглана, не забываем делать прибавку перед регланом. Перекидываем маркер, 2 лицевые, и после реглана вяжем лицевыми петлями, это петли рукава у нас уже. И сейчас мы снова дойдем до двойной петли. Вот у нас двойная петля. Мы вводим спереди, вот так захватываем и провязываем лицевой, подтягиваем. И захватываем еще 3 петли. Вот точка разворота у нас. Убираем маркер. Разворачиваемся. Первую петлю снимаем, не забываем двойную петлю делать, и вяжем изнаночными петлями в обратную сторону снова.
Смотрите, вот мы дошли, 5-я точка, да? Мы развернулись, вяжем изнаночными петлями в обратную сторону, захватим еще 3 петли, и это будет 6-я точка разворота. Все, провязываем. Дошли до двойной петли сзади, вот так заходим и провязываем ее изнаночной. Захватываем 3 петли, и вот дошли мы до 6-й точки разворота. Убираем маркер, разворачиваемся и вяжем в обратную сторону. Первую петлю снимаем и на себя. Далее вяжем лицевыми и делаем прибавки перед и после регланной линии. Так, смотрите, вот 6-я точка разворота, прямо перед линией реглана, да? Мы вот здесь развернулись, да, сейчас идем обратно, снова делаем прибавки перед и после регланной линии. Далее мы проходим все петли рукава и делаем прибавление перед, после регланной линии и захватываем 2 петли. И это будет 7-я точка разворота у нас уже по переду. Итак, вяжем. Здесь у нас лицевые идут. Как всегда, делаем прибавку перед регланной линией. Перекидываем маркер 2 лицевые. Перекидываем маркер, поднимаем петлю за заднюю стенку. Далее вяжем петли спинки. Провязали петли спинки. Снова делаем прибавку. Перед регланной линией 2 лицевые. После регланной линии делаем прибавление. Вяжем петли рукава. Дошли вот до двойной петли, за переднюю стенку входим, провязываем ее. Лицевая. И смотрите, регланная линия, делаем прибавление. Поднимаем за переднюю стенку прибавка, перекидываем маркер, 2 лицевые, перекидываем маркер, после реглана делаем прибавку. И это уже по переду мы захватываем вот до маркера 2 петли, убираем маркер, чтобы потом ничего не перепутать, разворачиваемся. Снимаем петлю, перекидываем и вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. Здесь мы уже пройдем почти все 4 регланные линии и тоже будем уже по переду разворот делать. Смотрите. Мы вот здесь развернулись, вот 7-я точка разворота, вяжем изнаночными петлями все в обратную сторону, никаких прибавок не делаем. Здесь проходим, смотрите, регланную линию, и вот здесь захватываем 2 петли, и это будет 8-я точка разворота. Итак, вяжем изнаночными петлями. Я дошла на рукаве до двойной петли, провязываю ее изнаночной, перекидываю маркер. Это уже у нас регланные линии, перекидываю маркер и вот 2 петли. Все, вот она точка разворота. Убираем маркер, разворачиваемся и вяжем в обратную сторону. Ну, как вы понимаете, лицевыми вяжем, делаем прибавление перед и после регланной линии. Первую петлю вот снимаем, перекидываем маркер, вяжем лицевая, поднимаем протяжку за переднюю стенку лицевой скрещенно, перекидываем маркер, 2 лицевые, перекидываем маркер,
поднимаем протяжку за заднюю стенку лицевой скрещенной и дальше вяжем лицевыми петлями. Петли это рукавов у нас, рукав идет один. Дошли до маркера, делаем прибавление перед регланной линией, 2 лицевые после регланной линии и вяжем петли спинки. Так, смотрите, вот мы захватили 2 петли, да, развернулись, вяжем в обратную сторону, делаем прибавление в регланных линиях снова. Вот спинку провяжем, рукав провяжем, снова вот добавим петли и захватим вот еще 3 петли. И это у нас будет 9-я точка разворота. Вот это вот. Итак, вяжем. Так, я провязала петли спинки, рукава, прибавила петлю перед и после регланной линии. Провязываю здесь дальше уже по переду, я вяжу лицевыми петлями. Дошла до лицевой петли спереди, так захожу, провязываю лицевой, вот так подтягиваем, провязываю 3 лицевые, убираю маркер, разворачиваю вязание, первую петлю снимаю, перекидываю от себя, снова двойная петля, вяжу в обратную сторону уже изнаночными петлями до металлического маркера. Там только будет уже точка разворота. А здесь ничего не делаем прибавок, просто изнаночными петлями все провязываем. Итак, вот от 9-й точки мы разворачиваемся, вяжем все изнаночными петлями, захватываем 3 петли. И будет здесь 10-я точка разворота. Итак, довязываем до нее. Просто вот изнаночными петлями. И проходим все регланные линии. Итак, я довязала. Двойная петля здесь у меня. Провязываю. Далее 3 петли. Убираю маркер. Разворачиваю вязание, вот я уже напереди, да, вот 10-я точка разворота, разворачиваемся, вяжем в обратную сторону, делаем прибавление перед после регланной линии, захватываю 4 петли, и это будет 11-я точка разворота. Не забываем, перекидываем петлю, перекидываем вот так нить, чтобы была двойная петля. Подтягиваем ее хорошо и вяжем лицевыми петлями. Если лицевыми вяжем, значит прибавляем. Поднимаем протяжку за переднюю стенку лицевой, перекидываем маркер, 2 лицевые, перекидываем маркер, поднимаем за заднюю стенку. И вот так дальше вяжем до точки разворота. Я думаю, здесь понятно, да? И вы уже довяжете и сделаете прибавление. Итак, я, смотрите, вяжу по переду уже. Провязываю двойную петлю. И захватываю еще 4 петли. Все, провязала. Убираю маркер. Снова разворачиваю вязание и вяжу в обратную сторону изнаночными петлями, ничего не прибавляя. Снимаем, перекидываем, подтягиваем и вяжем изнаночными петлями. Итак, смотрите, мы сейчас вот здесь развернулись, да, захватили 4 петли, вяжем изнаночными петлями в обратную сторону. И вот дойдем до последней точки разворота. Вот 12-я точка разворота. Вот она жирненькая у меня. Вот эти дополнительные я сама уже добавила. Это по желанию. Хотите вяжите, хотите нет. Но я их буду тоже провязывать точно так же. Итак, сейчас изнаночными петлями довязывайте вот до вот этой 12-й точки разворота.
Так, я дошла до двойной петли, провязываю двойную петлю, еще 4 петли. Все, вот она, 12 точка разворота. Но смотрите, так как здесь очень много вот петель, да, получилось вот аж сколько, поэтому я еще добавила точки разворота, чтобы более она скругленная была. Здесь даже еще можно добавить, но уже ладно. Еще вот точки разворота дополнительно. Вот мы довязали, у нас 12 точка разворота. Сейчас мы развернемся, будем вязать в обратную сторону, снова делать в регланных линиях прибавления. Захватим еще 4 петли, и это у нас будет 13 точка разворота. Все, вот здесь берем, снова также захватываем, перекидываем петлю и вяжем лицевыми петлями. Я думаю, здесь вы уже самостоятельно, да, давайте провяжите по лицевому ряду, сделайте прибавление, развернетесь вот здесь и в обратную сторону довяжите изнаночными петлями до последней точки разворота, так, это у нас до 14 точки разворота. Вот здесь развернетесь изнаночными петлями, довяжите до 14 точки разворота. Вот еще 4 петли захватите. Так, довязываем. Так, все, я довязала до последней точки разворота. Я уверена, вы уже, наверное, посчитали количество петель на рукавах. С одной стороны, вот, куда мы сейчас будем вязать, 20 петель, а с правой стороны 22 петли. Вы скажете, боже мой, как же так? Но где у нас начало ряда? Правильно, вот у нас начало ряда, поэтому нам до сюда надо довязать и сделать прибавление в реглане. Смотрите, мы разворачиваемся, вот мы сейчас вот здесь, в последней точке разворота. Смотрите, а начало ряда вот здесь у нас. Мы сейчас от последней точки разворота идем и добавляем петли перед и после регланной линии. И здесь тоже мы до начала ряда. Вот, смотрите. Мы, последняя точка разворота, снимаем петлю, на себя перекидываем, вяжем лицевыми петлями. Это мы уже сейчас будем переходить на круговое вязание. Смотрите, мы доходим до регланной линии и делаем прибавку. Точно такую же, как мы и делали. Прибавляем 2 лицевые петли регланной линии, перекидываем маркер, снова добавляем петлю, вяжем петли рукава. Дошли до регланной линии и делаем последнее прибавление. Вот здесь мы делаем прибавку, перекидываем маркер, лицевая. Все, вот у нас начало ряда. И теперь у нас равное количество петель. Если хотите, берете и ставите красный маркер, обозначаете, что здесь регланная линия. Далее мы вяжем, начинаем вязать по кругу. Но сейчас один ряд мы вяжем лицевыми петлями, потому что здесь у нас есть прибавление, а в этих регланных линиях нету. Мы просто вяжем лицевыми петлями один ряд по кругу. Ничего не добавляем, а просто довязываем один ряд лицевыми петлями. Когда вы будете провязывать этот ряд лицевыми петлями, вам встретятся двойные петли. Так как мы вяжем по кругу, они, сейчас покажу, как провязываются. Так, вот лицевыми, да, вяжем. Раз, тут двойная петля, но мы ее здесь так и провязываем спереди. Все, подтянули, вяжем. Да что такое? Лицевыми. Все, круговое вязание.
Пошли. И сейчас мы здесь еще двойную петлю встретим. Вторую. Ее немножко по-другому надо будет провязать. Вот мы дошли до нее, да? Вот она вот как развернута. Видите, мы ее спереди заходим, за обе стеночки вот так подхватываем и провязываем, за обе стенки лицевой подтягиваем. Вот видите, ее не видно. И все, и вяжем дальше, заканчиваем ряд. Так, смотрите, вот я специально пересняла на больший диаметр спиц, или уже леска 60 сантиметров. Это вот у нас росточек по спинке. У нас получился вот такой вот по переду. И если вот так сложить, то вот она, эта разница. Вот такая у нас горловина вот будет, вот такой вот овал. Да? Все, смотрите, как мы вяжем дальше. Так, опа, у меня сбежались петельки. Дальше мы продолжаем делать прибавление через один ряд. В одном ряду добавляем петли переды после регланной линии. Вот сейчас мы сглаживающий ряд, да, один связали. Дальше следующий ряд делаем прибавление. Один ряд без прибавления. В общем, чередуем, да. И провяжем пока, ну, я вяжу 23-24 сантиметра для своего размера регланную линию. Сейчас я провяжу и включу вам и покажу. Вот так получается регланная линия у нас. И вот. Так, вяжем самостоятельно, через один ряд, да, делаем прибавление в регланной линии. Так, смотрите, я довязала до регланной линии. Вот. Вот так у меня вышло. Я уже сняла вот один рукав. Сейчас второй сниму. Вот что получилось сейчас. Вот немножечко вот так. И давайте скажу, сколько сантиметров линия реглана, и расскажу, как вы можете определить длину линии реглана. Правильно ли вы довязали, еще надо связать или хватит. Так, вот от ложной петлевки измеряю вот 24 сантиметра, как я и говорила. Но смотрите, еще как можно вычислить, да, линию реглана. Вот у меня есть обхват груди, да, 98 сантиметров. Мой обхват груди. Добавил на свободу облегания 6 сантиметров. Будет 104 сантиметра. Плотность вязания, да, как вы помните, в одном сантиметре 1,8 петель. Я 104 умножу на 1,8, будет 188 петель мне надо по обхвату груди. Но в этих петлях есть подрезы. Подрезы 5 сантиметров умножила на 1,8 петель, будет 9 петель. Ну, я четное число обычно беру, 10 петель. Дальше считаем. 188 отнимаем подрезы, будет примерно 168 петель надо нам на тело. Далее, вот я знаю, 168 петель на тело. Я считаю, да, когда я вяжу регланную линию, я считаю, сколько у меня уже петель на спереди и сколько на спинке. И сколько надо добавить до этого числа. Я просчитывала, и смотрите, я довязала, и что на спинке получилось 81 петля, рукава 62 петли и 89 петель переда. Это после вывязывания уже реглана, да, и всего у меня получилось, вот, спинка 81, 89 перед, 170 петель, да, плюс подрезы 190 петель у меня получилось. Вот как я и рассчитала, да, даже на 2 петли больше. Далее, смотрите, учитывайте то, что, вот, реглан у нас 2 петли, одна петля уходит в рукав, одна в тело, вот, пополам. И я вот начало ряда, вот оно, одна петля от реглана идет, петли спинки идут, далее добавляю вот здесь на подрез 10 петель, все-таки я добавлю, ну, самым обычным таким вот способом, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. 10 петель подрезов добавила. Рукава сняла. Здесь у меня рукав. 62 петли, 1 петля вот от реглана уходит в рукав. Все. Здесь петли переда, получается, я начинаю вязать вот лицевыми петлями. Вот видите, 1 лицевая от регланной линии, перекидываю маркер и дальше продолжаю вязать петли переда, добавляю снова 10 петель подрез и все, и выхожу вязание по кругу. Вяжу по кругу, если надо, там добавляю петли, если трапецию хочу, либо полосы делаю, там уже на ваше усмотрение. Сейчас можно провязать ряда 4, переснять на спицы с более длинной леской и померить по обхвату груди, достаточно вам или нет. И все. И дальше просто вывязываем длину, которую вам хочется. Так, все. Уже дальше вяжем. Смотрите, я вывязала длину изделия. Вот так вот выглядит, полосочки и 1 рукав. Сейчас я скажу, откроем на свой рост. Я провязала вниз, ну, где-то 38-39 сантиметров. После стирки, мне кажется, оно еще подтянется до 40 сантиметров. Полосы, как я вязала полосы. Сначала, смотрите, Сначала полосы я вязала по 2 ряда. Вот, смотрите, вот, по 2 ряда, а затем по 3 ряда. Но это уже сами смотрите на свое усмотрение. Далее связала резинку, но так как я не люблю, когда резинка стягивает, я вязала тоже этими же спицами, что и полотно, резинку, да, и закрыла иглой. Как закрыть иглой, у меня есть мастер-класс. Далее связала вот рукавчик, тоже сделала полосы, можно одним цветом связать, сделала вот 1, 2, 3, 4 убавки с 2 сторон. Убавки я считала так, делала вот 1, 2, ну здесь тоже такие же полосы, через 2, а потом через 3. Здесь смотрите, 1, 2, 3 бежевых полосы, потом в синей полосе убавка. 1, 2, 3 бежевых полосы, в синей полосе убавка. 1, 2, 3 в синей убавка. Далее связала спицами номер 3 мм резинку и закрыла иглой. Вот такая вот получилась. Вот рукавчик. И теперь давайте я покажу, как я вязала рукав, да? Смотрите, у меня сейчас вот здесь снято на спицах 62 петли, да? Я беру спицу, здесь одеваю, закручиваю ее. Это зинги спицы. Взяла самую коротенькую лесочку. Вот, как всегда, здесь у меня 3 мм, а рабочая 3,5 мм спица. И провязываю вот эти 62 петли. Сейчас буду провязывать, но еще набрать, вот, пройма, да, 10 петель. Мне надо здесь набрать 5 петель. Вот смотрим, здесь, да, 1, 2, 3, 4, 5 петель, да. И здесь, смотрите, вот 1, 2, 3, 4, 5 осталось. И вот набираю. Вот 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель набрала, да? Вот здесь у нас такой промежуток есть. Вот он. Что я здесь делаю? Я вот эту петлю крайнюю поднимаю. Давайте поближе. Вот эту петлю крайнюю вот так поднимаю. И вот так вот одеваю. И провязываю эти 2 петли вместе. Все. Видите, дырочки тут как таковой не получится. Убираю маркер и провязываю
лицевыми петлями. Ну, сколько здесь у нас? 62 петли. Вот, смотрите, я довязываю, да, дошла до маркера, да, и это одна регланная линия, убираю маркер, эту одну петлю пока переснимаю сюда, и вот здесь то же самое, вот здесь вот поднимаем, смотрим, где эта протяжечка, вот она. Так, смотрите, вот эта протяжка, да, последней петли, одеваю ее, эту петлю одеваю, разворачиваем, смотрите, где рабочая стенка, вот правая стенка петли, и провязываю 2 вместе. Вот так провязала, потом это все подтянется. Так, эти спицы все я убираю и поднимаю остальные 5 петель. Вот они. Вот. Одна, подтягиваем хорошо. Вторая. Третья. Четвертая и 5 петля. Все, вот они все у меня петли, да. 10 петель подреза, 62 петли рукав. И у меня 72 петли сейчас. Далее начинаем вязать по кругу. Я провязала 2 ряда, а затем начала вязать уже... Так, здесь маркер сейчас одену, потом полоски стала вязать точно так же, как по телу. 2 ряда провязала, потом полоски стала вязать. Можно без полосок, это уже на ваше усмотрение. Так, все, вот так. Мы вяжем все теперь здесь по кругу. Если много петель у вас получается, вы набрали, да, то можно вот здесь, где подрез, вот здесь вот, треугольничек таким закончить. Все, вот видите, мы здесь сошли, все, начинаем вязать по кругу. Давайте я на этом рукаве покажу. Все, вот здесь, вот оно, пройма. Начинаем вязать по кругу. 1, 2, вот здесь через 2 ряда у нас идет. А когда я начала уже через 3 ряда, сделала убавление с 2 сторон, вот здесь вот так внутрь. Здесь с наклоном влево, здесь с наклоном вправо убавки делал. Но это, видите, уже на ваше усмотрение, сколько вы захотите убавок. Я делала вот через 1, 2, 3 полосы и снова здесь убавка. И связала вот. Далее рукав вязала вот здесь. 8, было 72 петли, 8 петель сократила, 64 петли вот здесь на резинке. И вот на 64 петлях вязала резинку 1-1. И все. И джемпер готов.